Всех приветствую на канале Бенди Крипта. Меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим про биткоин, куда можем упасть, будем ли мы еще расти, вообще обсудим новостной фон вокруг BTC и что происходит с рынком криптовалют прямо сейчас. Я смотрю, вам такие видосики нравятся, вот прошлый видосик набрал 800 просмотров, позапрошлый 1300, поэтому сегодня мы с вами говорим про биткоин и что крутится вокруг BTC, что происходит и когда же будет рост или все-таки будет падение, медвежка началась. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Обзор мы начнем, конечно же, с графика BTC, чтобы понимать локальную ситуацию, что у нас происходит, и глобальную тоже. Смотрите, у нас образовалась такая поддержка, причем мы к этой трендовой линии уже подходили раз, два, три, четвертый раз мы подошли к этой трендовой. Эта трендовая, напоминаю, с прошлых бычьих пиков, бычьих циклов 2021 года. Вот. С этого пика, то есть это у нас была вершина раз и вершина 2. Это вот трендовая, и она отрабатывает, мы от нее отталкиваемся прямо сейчас. И, возможно, мы ее скоро пробьем, потому что очень много касаний, и когда к трендовой подходит много раз цена, то вероятнее всего будет пробой. Тем более у нас минимум понижаются, раз понижение минимума, два понижения минимума, три понижения минимума, максимум тоже понижается у нас, поэтому это говорит о нисходящей тенденции. Также у нас тут есть зона по поддержке, давайте-ка ее выделим. Я бы ее выделил вот таким прямоугольничком. Вот, у нас тут очень сильная зона поддержки, у нас тут ордер-блок, поэтому тут у нас зона, где крупный капитал откупает, как видите, цена сюда приходит, отскок, цена пришла, сразу отскок, цена еще раз пришла, отскок. И вот сейчас мы начинаем, вот если будет поджатие к этому уровню, то можно рассмотреть пробой этого уровня и полет куда-нибудь вот сюда, вот в эту зону. 86-85 тысяч долларов. Но если мы пробиваем 85-86 тысяч долларов, то ой-ой-ой, тут у нас гэп образовался, тут у нас ничего нету, давайте даже откроем дневочку и покажу вам, как это все выглядит. Откроем у нас профиль объема и видим, что объема здесь у нас нет, у нас просто гэп тут. То есть если мы падаем ниже 85 300, то у нас дальше полет идет на 78-77 тысяч долларов. То есть будет достаточно такая жесткая коррекция, поэтому к этому стоит быть готовым, если мы все-таки пробьем эту поддержку и уйдем вот ниже 85 тысяч долларов. У нас еще есть зазор для коррекции, но закончился ли бычий рынок на этом? Я думаю, что нет. Смотрите, коррекция сейчас, вот если взять от самого пика до самого лоу, какая у нас была коррекция, 15%. Давайте перейдем в прошлый бычий цикл и посмотрим, какие были коррекции там, чтобы понимать, где мы сейчас примерно можем находиться. Смотрите, я открыл, у нас получается 21 год, у нас была бычка 4 года назад, соответственно, сейчас у нас снова новая бычка. Видим вот этот вот максимум, который якобы был поставлен на отметке 42 тысячи долларов, то есть это круглая отметка, 40 тысяч, 42. У нас то же самое сейчас происходит на BTC, мы пробили сотку, дошли до 108, сейчас откатились. И смотрите, какая была тут коррекция. Берем с пика по лоу 31%. Пожалуйста, если сейчас BTC упадет еще там на 15%, что было в сумме 30%, то просто народ начнет ложить себе в штаны. И будет жестко фадить, будет все паника на рынке, бычка закончена и так далее. Далее смотрим. После того, как BTC все-таки откорректировался и дальше пошел расти, у нас была еще одна коррекция. Смотрим. Бам! 26%. Напомню, что сейчас коррекция у нас всего лишь 15%. Окей. Не показатель. Смотрим дальше. Еще одна коррекция. Сколько она была? Бам! 18%. Еще одна коррекция. Бам! 27%. Давайте даже вот эту глобальную коррекцию рассмотрим. Ну, такая мощная затяжная коррекция была. Бам! 57%. Чиназус. Как дела? Там нормально все у вас? Еще на росте коррекция была. Смотрим, сколько. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам. 24%. Как вам такое? Нормально? И это все происходило в бычьем рынке. Большинство не понимает, что такое бычий рынок. Это не только вот only up, все, идем только вверх. Нет, это коррекция, это высадка, это вас будут высаживать и временем, и ценой. И да, так проходят бычьи циклы, это не просто палки вверх. На альткоинах альтсезоны проходят, да, они очень быстро проходят, но перед этим вас так отмаринуют, что вы просто продадите свою сумку, и после того, как вы все продадите, тогда альты полетят. Альтсезона еще глобального не было. Какие-то альты отстреляли, типа XRP, Algorand, XLM, вот такие вот альты отстреляли, Суи хорошо себя показал. Но большой рынок альткоинов не показал иксов. Значит, что альтсезона не было. Это можно посмотреть по Total 3, Market Cap. Посмотрите, мы находимся сейчас даже ниже пиков, которые были в 2021 году. Чтобы вы понимали, денежная масса растет. М2, можете открыть график, посмотреть М2, денежная масса, она растет, денег становится больше. А мы находимся сейчас на отметках ниже, чем в 2021 году. Поэтому, ребята, бычки еще, альтсезона не было. У нас был ложный пробой, как видите, вот пик прошлого бычьего альтсезона, точнее, прошлого альтсезона.
И вот мы сделали такой закольчик и вернулись вниз. У нас не было альт-сезона, еще ничего не произошло, поэтому не паникуйте, держите свои сумки. Я еще не продавал альты, которые я покупал в долгосрок, ни одного альта не продал, потому что я держу. У нас эфириум даже не обновил прошлый максимум. Какой альт-сезон? Посмотрите, где находится эфир по сравнению с 2021 годом. Опять же, денежная масса растет, деньги обесцениваются и становятся больше, активы дорожают со временем. Активы сейчас даже не обновили пики 2021 года. О каком альт-сезоне может быть идти речь? У нас еще даже ничего не началось. Смотрите, доминация BTC находится также на хаях. У нас по-прежнему снижение по доминации идет, то есть у нас слом тренда произошел на нисходящее, и это все занимает очень много времени, поверьте. Вот это вот падение, у нас еще есть время до него, поэтому я сейчас накапливаю, покупаю альткоины и, соответственно, жду падения доминации до отметок 48-40%. Доминация BTC противоположна движению альткоина, то есть если доминация падает, альткоины растут, потому что ликвидность из биткоина переливается в альткоины. Думаю, вы это поняли, так что не бздим. Если биточка у нас откорректируется, у нас будут хорошие скидочки по альтам, можно будет закупать. BTC уже покупать я не вижу смысла, он реально торгуется на хаях, такое как бы брать не стоит. Вы не MacroStrategy, чтобы на хаях брать BTC, или там BlackRock, который тоже покупает BTC, потому что они смотрят на десятилетия вперед, они не собираются там продавать там BTC по 200, по 300 тысяч долларов, они будут по миллиону продавать хомякам и разным странам, которые вдруг, BTC, да, кстати, хорошая технология, которая одумается только в 2030 году, когда уже все будут использовать BTC и будут брать по хаям. Каждый купит свой первый биткоин по справедливой цене. Запомните. Поэтому коррекция еще может быть мощная коррекция. Не знаю, вот Трамп 20 числа вступает в должность, он говорит какую-то дичь, и рынки падают, потому что люди такие, все, Трамп опять пришел, что-то натворил, мы выходим из рынка, все продают. И поэтому, может быть, на инаугурации Трампа произойдет какой-то дамп, что я вполне ожидаю, что люди будут снижать свои риски перед инаугурацией, либо на инаугурации Трампа. Но после, ребята, у нас в США самая прокриптовалютная администрация за все время. Трамп, Илон Маск, который там создал свой этот Doge Government, потом этот Трамп нанимает в все финансовые должности и, в принципе, должности вокруг администрации США про криптовалютных людей. То есть это самая криптовалютная администрация США за все время. Поэтому как можно в такой ситуации думать, что бычка закончилась? Я не понимаю. Я благодарен всем хейтерам, которые пишут в видосиках. Я под прошлым видосиком можете почитать комментарии, что там пишут люди. Благодаря вам, ребята, бычки и происходят. Спасибо, что вы продали, спасибо, что зафиксировали, спасибо, что не верите, шортите, потому что благодаря вам все полетит наверх. Спасибо вам. Давайте перейдем к другим факторам. Смотрим фрактальность, сезонность, цикличность. 2017 год. У нас не особо был пока хороший рост, но в целом нормально. Потому что, опять же, 2017 год, там уже биток отрос, и уже стала ликвидность переходить в альткоины, поэтому альткоины росли. 2021 год, тоже бычка, посмотрите. Первый квартал у нас зеленый, потом у нас второй квартал красненький, и так биток, в принципе, туда-сюда его колошматило. Но нам это не интересно, потому что биткоин нужно покупать поздно, нам интересно альткоины, поэтому смотрим эфириум. 2017 год, первый квартал, да и второй квартал тоже, в принципе, посмотрите, сколько эфириум дал роста. 2021 год, первый квартал, посмотрите, сколько эфириум дал роста. 2017-2021 год это прошлые бычки. Бычка происходит каждые 4 года. И прямо сейчас мы находимся в бычьем рынке. Поэтому у нас могут сейчас весь месяц мариновать и только под конец месяца выдать палки зеленые. Либо в следующем месяце начнутся зеленые палки. Но это неизбежно. Ликвидность всегда перетекает в альткоины. Потому что люди, крупный капитал, они накопили биткоин на лоу, продали его на хай, и у них оказалась эта прибыль. Они хотят эту прибыль умножить. Они, конечно, не всю прибыль вложат в альткоины, но часть прибыли. Но поверьте мне, там просто огромное количество денег, и они эти деньги вложат в альткоины, за счет этого альткоины пампятся, хомяки приходят на эти зеленые палки, еще больше покупают, альткоины еще больше растут. И, кстати, вот те, кто сейчас продают, и те, кто говорят, все, бычка закончилась, когда они увидят палки на 200-300%, их будет так душить фома, что они будут в этот рынок залетать на хаях просто по полное горло, будут закупаться альткоинами, потом, соответственно, кататься вы поняли на чем. Поэтому просто ждем, откупаем по возможности. Если нет возможности откупать, то просто закройте ваш портфель, не смотрите на цену портфеля. Поверьте, все в скором времени вырастет. Первый, второй квартал, неважно, мы находимся в бычьем году, вступает в должность самая криптовалютная администрация президента США, поэтому only up. Да, через коррекции, но направление общее движения вверх.
Мы еще даже не сломали восходящий тренд на BTC, поэтому как бы рано говорить о том, что бычка закончилась. Окей, это мы уяснили, переходим дальше. Есть такой интересный индикатор, опять же, индикатор это не панацея, они не обязаны отрабатывать, но этот индикатор отрабатывал в прошлых бычьих циклах, поэтому стоит на него как раз таки и посмотреть. Что это за индикатор? Это Bitcoin MVRV Z-Score. Что он значит? Он показывает нашу перекупленность и перепроданность BTC. Когда BTC вот так вот, такими вот эта вот оранжевая, получается, кривая пробивает эту красную зону, то это значит, что биткоин крайне сильно перекуплен, то есть его цена сильно завышена, поэтому, скорее всего, пик поставлен. И этот индикатор отрабатывает в точности до 2 недель. Как видите, в 2017 году он отработал и он показал пик BTC, в принципе, достаточно точно. Также в 2021 году у нас тоже он дошел до красной зоны, вот прям ее заколол немножко, и у нас был примерно здесь пик, да, цена чуть еще выросла, но это не важно, в любом случае мы подошли к красной зоне. Сейчас посмотрите, где мы находимся, то есть посмотрите, сколько еще зазор для роста. Я, опять же, верю в BTC по 120-140 тысяч долларов в этом бычьем рынке. Это консервативная цель. BTC может вполне выше гораздо улететь с такой администрацией в США. Но посмотрим, что будет происходить. Но в любом случае, у нас еще огромное место для зазора. Посмотрите, как начиналось, допустим, в 2017 году. Тоже были вот такие вот скачки, такие вот типа рост, потом падение, все, там все кричали в чатах: «О, бычка закончилась!» И потом в итоге покупали на хаях. Поэтому у нас большой достаточно зазор для роста цены. У нас биткоин не крайне перекуплен. У нас цена находится в достаточно такой справедливом отношении по сравнению к текущей цене. Вот еще, кстати, есть такая вот, как это, кривая, ну не кривая, а скользящая. И вот BTC примерно справедливая цена находится на отметках, она не показывает, какая тут отметка. Ну, короче, чуть ниже, чем текущая цена. Но в любом случае у нас BTC не перепродан, поэтому еще у нас есть запас для роста. Что делают у нас фонды? Фонды у нас покупают Michael Saylor, MicroStrategy, каждый понедельник покупает BTC. На его балансе уже сколько там, более 400 тысяч BTC. Это просто огромное количество. Вот сколько они холдят, 447 тысяч биткоинов они холдят. И каждый понедельник они стабильно покупают. И причем им вообще без разницы по какой цене. По 100 тысяч, по 90 тысяч долларов они все равно покупают биткоин. Потому что они смотрят на года вперед. Вот дальше смотрим. BlackRock. Самый, наверное, самый популярный фонд, который знают многие, под управлением более 11 триллионов долларов. Триллионов долларов! Вы даже не представляете, вы даже не можете представить, сколько это денег. Это просто жесть. Заходим на Arkham, страничку BlackRock. Кстати, Arkham писали, что BlackRock продает, но при этом, ну, вообще без пруфов, без ничего. И при этом даже на Arkham можно посмотреть, что BlackRock накапливает. Вот баланс, токен баланс history. Посмотрите, что происходит с балансом BlackRock. Он только растет. Да, бывают моменты, где они чуть-чуть баланс скидывают, либо они переводят, смотрите, вот у них недавно были переводы на Coinbase, но это не значит, что они продают. Они могут перенести биткоины на Coinbase, чтобы с биржи Coinbase перевести на другие свои кошельки, либо хранить на Coinbase, потому что Coinbase Prime в США это считается местом, где можно хранить BTC, то есть крупные компании на Coinbase в США хранят свои бабки, свои эти BTC и другие монеты. Это нормально, что они перевозят на Coinbase. И это, скорее всего, не продажи, потому что если BlackRock нужен кэш, я не думаю, что они будут продавать BTC, чтобы получить кэш, потому что у них и так до хера кэша. Смотрите, вот до этого что было? До этого было только накопление BTC, вот по 300 BTC они покупали точнее. Вот видите, зелененьким говорит, покупали. Открываем прошлые страницы, смотрим, что они делали. Покупают по 300 BTC, стабильно покупают, причем в день по несколько раз могут покупать. Вот, поэтому BlackRock накапливают, MicroStrategy накапливают, это две крупные компании, еще есть Fidelity, которая тоже накапливает BTC, поэтому фонды только накапливают, и я не вижу смысла сейчас даже рыпаться. Ну, хотя эти фонды, вот они смотрят, опять же, они смотрят на десятилетия вперед, им не важно, какая сейчас цена BTC, они все равно будут его покупать, пока он стоит меньше $1 миллиона, как бы так. Это вот как раз-таки один из ориентиров, на который можно смотреть, когда BlackRock приостановит свои покупки, либо начнут вдруг продавать, что маловероятно, потому что, опять же, у них цели куда выше. Им не интересно заработать кэш, им интересно обладать активом, управлять им, получить как можно больше процент эмиссии, чтобы быть как-то главным акционером BTC. Вот, это им интересно. Им не интересно заработать кэш, поверьте, у них кэша и так до хера. Поэтому смотрим на то, что делают фонды. Фонды покупают и держат. Окей, давайте перейдем к следующим факторам. В своем телеграм-канале я тоже публикую новости, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех криптособытий и зарабатывать в крипте вместе с нами. Бутан недавно купила BTC, Ethereum и BNB в качестве стратегического резерва города Гелепху. Понимаете, Бутан начал покупать BTC в качестве стратегического резерва на баланс городов.
И это в США тоже сейчас будет происходить, когда Трамп вступит в должность, потому что уже вводятся законопроекты, где рассматриваются эти стратегические резервы в BTC. И поверьте мне, 2025 год будет очень буллиш. Почти вот реально посмотреть новости. Я не знаю, что вы читаете, какие паблики, но, во-первых, новостной шум — это мусор, который вас отвлекает от рынка, если вы читаете неправильные новости. Но если вы смотрите на общие факторы, на то, что происходит с рынком, то вы должны понимать, что у нас бычий рынок, то, что у нас все только развивается. Смотрите дальше. Мета, то есть Facebook, Facebook, Instagram рассматривает добавление BTC в свои резервы. Дальше. Крупнейшая майнинговая компания уже обладает BTC в размере 10 тысяч биткоинов. Причем там еще где-то вот еще Mira Holdings, Rio Platforms тоже обладают большим количеством BTC. Даже майнинговые компании покупают BTC на хаях. На хаях покупают BTC? Вы что, серьезно, что ли? Дальше. Резервы BTC на биржах продолжают сокращаться, то есть биткоины с биржи выводят. Вот те же фонды, майнинговые компании, страны, они все покупают BTC и выводят. Биткоина становится меньше, предложение становится меньше, а спрос растет. Значит, что будет с ценой? Правильно, цена будет расти. Поэтому, ребят, хватит смотреть на дневки, смотреть на всякие часовики, тем более минутки. Откройте глобальный тренд, посмотрите, где мы находимся. Посмотрите, что происходит с биткоином, что его накапливают страны, фонды его накапливают. И даже если у нас будет коррекция, это будет отличная возможность, чтобы купить BTC. И сейчас вам покажу одну главную фразу CZ, SEO Binance, одного из самых богатейших и влиятельных людей в мире криптовалют. Вот эта фраза, читайте внимательно. Бумажные руки продают во время спада, то есть во время коррекции. Бриллиантовые руки накапливают во время коррекции. Так и происходит передача богатства. То есть ритейл, хомяки, они видят коррекцию. Ой, мой портфель уменьшается, сейчас все упадет, медвежка наступила. И начинают продавать свои активы. В то время как бриллиантовые руки, мы с вами, я надеюсь, что вы тоже откупаете, покупаем эти активы и ждем, когда же будет очень жесткая перепроданность, когда мы сможем эти активы продавать этим же хомякам, которые продавали на коррекциях, а на зеленых палках будут покупать. Поэтому просто холдим, ждем. Смотрите, вот CZ, он в своих прогнозах очень редко ошибается. Это реально один из самых влиятельных людей в мире криптовалют, один из самых богатых людей в мире криптовалют. И если фонды, страны, майнинговые компании, CZ и прочие ребята накапливают и покупают, то о каком конце бычки может идти речь? Я вообще не понимаю. Поэтому все медведи будут наказаны. Спасибо, что они есть, потому что если бы их не было, то мы бы не смогли расти. Потому что должно кого-то ликвидировать на этом рынке, чтобы продолжался рост. Поэтому всем медведям спасибо. Все, кто держит, я с вами, ребята. Мы дальше продолжаем держать. И бычка у нас не закончилась, поверьте мне. Просто держите. Я буду рад, если вы додержите и сможете заработать. И мне будет приятно получить ваши благодарности за то, что я вас подбадривал каждую коррекцию. Пишу посты в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе всех криптособытий, чтобы не пропускать топовую информацию по крипте. Ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании. Также напоминаю, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Здесь у нас есть огромная база платных курсов. Смотрите, сливы платных курсов. Это огромное количество разных платных курсов от топовых трейдеров, которые стоят $1000. Вы это все получаете за 69 баксов, вступив ко мне в сообщество. Можете изучать на любой вкус и цвет, там Форекс, крипта, есть, короче, все, что захотите. Есть вкладочка спот трейдинг, где мы даем сигналы на спот, какие монетки можно присмотреться, купить. Также есть вкладочка трейдинг, где даются сигналы на фьючерсы. Также у нас есть инвестиции, это мои действия по моему портфелю, что я делаю, что я покупаю, что продаю. И очень много всего интересного. Курс по трейдингу, то есть если вы не умеете торговать, вы можете научиться прям с нуля трейдингу. Поэтому те, кто хотят активно зарабатывать в криптовалюте, торговать и общаться в топовом сообществе, криптобаза для вас. Ссылочка, если что, на криптобазу в описании. Переходите, вступайте. И будем с вами вместе развиваться и торговать на крипте. Ну что, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, оно было вам полезно. Я рассказал все факторы, которые утверждают нам о том, что у нас бычий рынок не закончился. Вы можете написать свое мнение в комментариях. Если вы медведь, то извините, мне придется вас обоссать. Ладно, у каждого свое мнение, но опять же, я все равно благодарен, что есть медведи, потому что, опять же, как я говорил, если бы их не было, то мы бы не смогли расти. Те, кто держит, держим с вами. Поэтому поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на тележку, вступайте в криптобазу, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!